Российские генералы обратились к Пентагону, представители США вызваны в Генштаб ВС РФ. Ответ за Путина: кто стал на сторону Зеленского и кто призвал Трампа ударить по Кремлю дубиной. Дело у Путина на столе. Москва призывает к удару. Киев впервые отвечает России. Атака по кафе в Харлах Херсонской области. Какой ответ Генштаба ВСУ? Президент заявил о болезни. Впервые открыто признание о спецмакияже для сокрытия проблем. Спецназ берет дело в свои руки. Штурм, выстрелы и госпитализация. В Германии громкое задержание. Кто взялся за арбалет? Удар по силам Америки. Последний полет известного беспилотника-разведчика. Этот тип часто в том числе кружит над Крымом. Уничтожен командный пункт штурмовиков армии РФ и Украины, заявляет о взаимных ударах. Каковы потери? Поджог военной базы, масштабные протесты, призывы к смене власти. Люди не могут больше терпеть. А еще факельное шествие и заявление внука Бандеры. Об этом не только, досмотрите. Друзья, всем привет! С началом Нового года. Спасибо всем за поздравления. Спасибо, что вновь со мной. Это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, рад вашей поддержке в виде лайка, комментария и репоста. А я начинаю. Фаеры, огонь и заявление о памяти. Факельное шествие, или же смолоскипна хода, прошла во Львове 1 января в честь 117-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Мероприятие началось на площади Крапивницкого возле памятника Бандере, после чего участники прошлись улицами города. Глава отдельного подразделения общественной организации «Украинская народная самооборона» Ферцович отметил, что цель акции — напомнить об исторической роли Бандеры и привлечь молодежь и общество к сохранению национальной памяти. В то же время на YouTube-канале «Говорить Великий Львив» вышло интервью внука Бандеры, который находится в Канаде. На вопрос ведущей о реванше русского языка в Украине и почему все чаще украинцы говорят, что язык не убивает, а убивает Путин, Стевко Бандера заявил, что язык не убивает и Путин не убивает. Это за него делают солдаты, носители русского языка. Это была цитата. Кроме того, он ужаснулся, что для того, чтобы в Украине люди говорили на украинском языке, народу необходимы события, которые произошли в Буче, и объяснил почему. Мы доставляли экипировку для детей. Общаясь с родителями, мы слышали следующее. Возможно, после Бучи был период, месяц-два, когда тренеры и люди, работающие с детьми, действительно старались говорить и общаться по-украински. Но это ужасный прецедент. Необходимо, чтобы была Буча, для того, чтобы люди заговорили по-украински. Открыт огонь. Спецподразделение задействовано в операции. Громкая история в немецком Фишбахау. Полиция открыла огонь по мужчине с арбалетом. Правоохранители заявляют, были вынуждены стрелять по 33-летнему гражданину. Он находился в состоянии тяжелого психического кризиса. Его нашли 1 января, он лежал перед жилым домом и угрожал бригаде скорой помощи, которая приехала, чтобы помочь ему. Медики оказались под угрозой, затем ситуация резко обострилась. Мужчина нашел в себе силы забежать в дом, где проживает его сожительница вместе с родственниками. На место были стянуты силы полиции, включая спецподразделения. После высказываний мужчины всерьез рассматривался сценарий возможного причинения вреда себе или другим с его стороны. Переговоры и ожидания затянулись почти на 2 часа. В итоге спецназ принял решение о силовом вмешательстве. Примерно через 2 часа специальное подразделение, по имеющимся данным, вмешалось из-за опасности причинения вреда себе или окружающим. При этом было применено огнестрельное оружие. Мужчина, который ранее уже привлекал внимание полиции, был ранен. Земельное уголовное ведомство и прокуратура проверяют правомерность применения огнестрельного оружия. Одесса – одна из главных целей. Удары по энергетическим, портовым и инфраструктурным объектам – это удары по ключевому экономическому узлу Украины и ее главному морскому выходу в мир. Так об атаках на южный город пишет западная пресса. Эксперты говорят прямо, это экономическая война. Разрушение логистики, портов и энергетики может вытеснить украинское зерно с мировых рынков, обрушить доходы фермеров и нанести долгосрочный удар по экономике, даже после окончания боев. Именно поэтому Киев настаивает на усилении ПВО, в то время как удары по Одессе часто наносятся с территории Крыма, обходя украинскую противовоздушную оборону, пишет Wall Street Journal. Россия пытается уничтожить все ключевые элементы экспортных логистических цепочек, сказал Сергей Вовк, директор Украинского центра транспортных стратегий. Они бьют по тому, до чего им проще всего дотянуться. А если смотреть на экспортную логистику, Одесса – это финальные ворота.
Дело у Путина на столе, и еще об одном ударе пишет западная пресса. И сейчас не о резиденции, а об атаке по заведению в Харлах Херсонской области, по той территории, которая подконтрольна России. Там в ночь на 1 января в результате удара по кафе, как заявляет российская сторона, погибли как минимум 24 человека, 50 пострадало. Представители российской власти призывают к ответному удару и за пределами Украины. Бандерских ублюдков надо резать, как больных свиней. Где бы они ни находились, на смердящей Украине, в Европе или на морских курортах. Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов, «Сколько раз увидишь его, столько раз его бей». Украинский генштаб уже отреагировал на заявление российской стороны, заявив, что ВСУ придерживается норм международного права, и рассказали, по каким объектам наносят удары. Предлагаю послушать. Информация об ударах, нанесенных силами обороны Украины в ночь на 1 января 2026 года, опубликована на официальных страницах Генерального штаба ВС Украины в социальных сетях. Силы обороны Украины придерживаются норм международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям противника, объектам топливно-энергетического комплекса РФ и другим законным целям, имея целью уменьшения военного потенциала страны-агрессора. Отмечу, что накануне в соцсетях обсуждалось и то, что в первые часы с места событий практически не было видео и фото, не было интервью пострадавших, а их полсотни, и прочих доказательств. Уже ко второй половине дня появились первые кадры, а к вечеру 1 января РФ опубликовала список погибших из нескольких фамилий. Среди них есть и Сергей Боган. Украинский центр журналистских расследований при этом пишет, что в Украине этот человек признан коллаборантом. Он был назначенным Россией руководителем полиции Каланчака Скадовского района Херсонской области. Кроме того, в Украине считают, что в заведении Новый год встречали представители российской армии и представители администраций подконтрольных России, а также их родственники. В оккупационных пабликах появлялись сообщения, что среди погибших были российские военнослужащие, а среди клиентов кафе «Украинская хата» — россиянка, которая приехала с ребенком к своему мужу из Санкт-Петербурга. Таким образом, заявления оккупантов о том, что в кафе праздновали Новый год только мирные местные жители, не подтверждаются их же сообщениями. В МИД РФ при этом решили отреагировать на заявления тех, кто не верит в правдивость заявлений российской стороны. Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии сомнений в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы, совести у вас нет, что ли, но не буду, знаю, что нет. Ну и тактику стратегического молчания, когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял. Взаимные удары по военным силам. ВСУ заявляют об уничтожении командного пункта российских штурмовиков, склада с дронами и логистического пункта. Пункт управления находился в городе Авдеевка. Все средства поражения сил специальных операций достигли своих целей. В городе Иловайск был успешно поражен склад горюче-смазочных материалов. Логистический пункт обслуживал 51-ю общевойсковую армию РФ. ВС РФ при этом заявляет о срыве ротации ВСУ в Сумской области и ударах также по ряду других объектов украинской армии. Расчеты дронов Ульяновского десантно-штурмового соединения уничтожили позиции вооруженных сил Украины с личным составом, пункты управления беспилотными летательными аппаратами и технику противника в районе населенного пункта Лукьяновское в Запорожской области. Российские генералы обратились к США. Представители Пентагона вызваны в Генштаб ВС РФ. На столе, как утверждает российская сторона, доказательства. Россия официально передала США материалы по дрону, который, как утверждает Минобороны РФ, летел на резиденцию Путина в Новгородской области. Начальник ГРУ Генштаба РФ Костюков заявил, что передача спецконтроллера и его технического описания должна снять все вопросы и способствовать установлению истины. Это была цитата. Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации, контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области. Напомню, что перед этим шагом Москвы западная пресса писала о заявлении и выводе американской разведки. В США утверждают, что в данном случае слова Зеленского «правда» и Украина не атаковала резиденцию Путина. И данные уже на столе у Трампа. Сам же Трамп, как уже известно, накануне опубликовал статью своего любимого издания «Нью-Йорк Пост», в котором редакция издания призывала американского президента не верить словам Путина, не идти ему на уступки, а наоборот пригрозить дубиной. Далее цитата из этой статьи. Бремя теперь на Путине. Либо шаг вперед, либо столкнуться с более жесткими санкциями и более смертоносным оружием в Украине. Несмотря на его вызов, действия Путина пахнут ухудшающейся внутренней ситуацией. Его экономика стагнирует. Пропаганда барахтается, поскольку солдаты возвращаются с отсутствующими конечностями. Его победа не близка, не неизбежна.
Избавьте нас от его крокодиловых слез и повышайте давление. Поджог военной базы, силовая инфраструктура атакована, протесты выходят на новый уровень и достигают пика. Иран в центре мирового внимания. Страну охватили протесты, и они лишь разгораются. Огнем охвачена база Басидж, военизированного формирования, подчиненного корпусу стражей исламской революции. Речь идет о провинции Хамидан, однако протестная активность фиксируется сразу в нескольких регионах страны. Поводом для протестов, которые начались несколько дней назад, стал резкий обвал иранского реала, рост цен и закрытие рынков. Вслед за торговцами к протестам присоединились студенты и жители крупных городов. Акции быстро вышли за рамки экономических требований и приобрели политический характер. Сообщается о погибших и раненых. Точные цифры уточняются. На улицах звучат лозунги, в том числе с призывами к смене власти. То, что началось как протест против стремительной инфляции и драматического падения иранской валюты, реала, всего за несколько дней превратилось в широкую системную критику режима. Миллионы людей находятся на улицах. Уже задокументированы первые призывы к возвращению монархии Пехлеви, в том числе лозунги вроде «Это последний бой, Пехлеви вернется». Президент заявил о болезни. Заявление прозвучало буднично, но эффект оказался тревожным. Дональд Трамп признал, что у него есть проблемы со здоровьем, однако сразу дал понять, рекомендациям врачей он следует не всегда. В интервью Wall Street Journal он рассказал, что принимает большое количество аспирина, и из-за этого на его руках и теле от прикосновений могут появляться синяки, и чтобы их спрятать, он наносит быстрый макияж. Кроме того, отказался от компрессионных носков при отеках ног и сожалеет о проведенном медицинском обследовании, которое, по его словам, лишь спровоцировало лишние вопросы. Издание уточняет, что внимание к здоровью 79-летнего президента приковано в первую очередь, конечно же, из-за его возраста. Сам Трамп, впрочем, отмахивается от любых тревог извне, ссылаясь на хорошую генетику и настаивая, что находится в отличной форме. Он мало спит, иногда закрывает глаза на официальных мероприятиях, а проблемы со слухом отрицает. Говорят, аспирин хорош для разжижения крови, а я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце. Я хочу, чтобы через мое сердце текла хорошая, жидкая кровь. Это имеет смысл. Удар по силам США – минус 30 миллионов долларов. В Афганистане рухнул один из ключевых дронов Америки. В провинции Майдан-Бардак, недалеко от Кабула, потерпел крушение МК-9 Reaper, пишут сразу несколько изданий. Это один из самых дорогих и важных разведывательно-ударных беспилотников ВВС США. Аппарат выполнял миссию за горизонтом и управлялся дистанционно с базы Аль-Удейд в Катаре, утверждает издание Times of Islamabad. По предварительным данным, жертв на земле нет, но потери для США ощутимые. Reaper стоит более 30 миллионов долларов, способен сутками вести разведку и наносить удары ракетами Hellfire. Причины падения официально не названы. Рассматриваются технический сбой или потеря связи. Заявлений о поражении огнем нет, но сам факт крушения в стратегически чувствительном районе вызывает вопросы, в том числе о сохранности засекреченных технологий США. Пентагон на момент записи выпуска официальных комментариев пока не давал. Местные власти могут провести расследование по поводу извлечения обломков, что потенциально усложнит усилия США по обеспечению безопасности чувствительных технологий. В прошлом протоколы включали механизмы самоуничтожения или последующие удары для предотвращения захвата технологий, хотя их применимость в данном случае остается неясной из-за сокращенного присутствия США. Обращение к военным за рубежом, тем, кто пошел воевать на стороне России против Украины. Ким Чен Ын сделал заявление для солдат за границей. Жесткие сигналы между строк. Северокорейское телевидение показало почти час новогодних торжеств с участием Ким Чен Ына и его дочери. Они вместе смотрят шоу, держатся за руки, обнимают и целуют детей. Камера не отходит ни на шаг. Но за праздничной картинкой другое послание. Ким открыто обратился к военным, в том числе к подразделениям, находящимся за границей. Он направил боевой привет солдатам, которые встречают Новый год на далекой чужой земле. Формулировка напрямую связана с северокорейскими войсками, воюющими на стороне России в Украине, пишет Рейтер. Ким заявил, что страна укрепила свою мощь и достоинство в 2025 году и идеально завершила год. Я передаю поздравления генералам и другим офицерам и солдатам нашей героической армии, которые встречают Новый год с гордостью за то, что прославили предыдущий год неоценимыми подвигами и с клятвой священного служения, и мой боевой салют направляется офицерам и солдатам подразделений зарубежных операций, которые будут встречать Новый год на далекой чужой земле с глубокой тоской по родине.
Удар по стереотипам. Ученые из Великобритании окончательно развенчали миф о том, что африканцы и азиаты плохо держатся на воде якобы из-за тяжелых костей. Для этого провели эксперимент в бассейне. Темнокожим людям предложили окунуться в воду, а потом держаться на плаву. Перед началом эксперимента участников проинструктировали, как правильно дышать и двигаться, чтобы не уйти с головой под воду. В результате 90% пловцов прекрасно держались на воде в течение 2 минут. Исследователи заявляют, что плотность костей на плавучесть человека не влияет, а вот лишний вес еще как. Чтобы уверенно держаться на воде, говорят профессиональные пловцы, необходимо найти такое положение, в котором вашему телу комфортнее всего, и побольше практиковаться. Ну и напоследок о странной истории, которая вирусится сейчас в соцсетях и по сей день обсуждается. О подарке под Новый год. Курьезный случай в Башкортостане. Там местный фермер решил забить непослушную корову, которая регулярно бродила по свалкам и ела мусор. Держать такую скотину в стаде небезопасно, подумал мужчина. Во время разделки туши фермер извлек из желудка коровы около 30 килограммов пластика и бытовых отходов. Среди мусора оказался еще и кошелек с наличными и документами. Чтобы найти владельца, портмоне фермера записал короткое видео. Говорит, сумма немалая, вроде бы 80 тысяч рублей, а документы вполне читабельны. Друзья, всем хорошего дня, спасибо вам большое за просмотр, спасибо, что со мной, спасибо за доверие. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.